Привет! На этой фотографии один весьма популярный политик. Вообще-то говоря, самый популярный в своей стране. Ведь еще в прошлом месяце Серж Саргсян гордился тем, что его поддерживает свыше 76% граждан Армении. Он легко выигрывал выборы. Он контролировал все, от банков до футбола. Он превратил Армению в одну из самых коррумпированных стран мира. Ему подчинялись местные олигархи, которых он всячески поддерживал. Полиция, армия, основные СМИ. Все было за него. Но вот только позавчера люди вышли на улицы, и Серж Саргсян со всеми своими процентами был вынужден уйти в отставку. Почему? Две причины. Первое. Он обманул людей. Обещал, что останется во главе Армении 2 президентских срока, а когда пришло время уходить, он решил остаться у власти. Ничего не напоминает? Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост 3 и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. Он изменил Конституцию, власть ушла от президента к премьер-министру, и он стал этим премьер-министром. Ну, то есть, вроде бы все по закону, а на самом деле жульничество и обман. И второе. Люди, жители Армении, отказались считать себя бесправными скотами. У Саргсяна, конечно, была и есть какая-то реальная поддержка части общества, но он решил, что на всех остальных, кто его не поддерживает, можно публично и откровенно плевать. Я крутой, я сижу в кабинете, а вы никто. У меня олигархи, а вы нищеброды, и я буду вас игнорировать. Раз у меня большинство, значит вы вообще никто. Вас не должно быть, вы пустое место. Ну вот и случилось то, что должно происходить в нормальном обществе. Люди мирно вышли на улицы и сказали: извините, но мы такие же, как и вы. Да, в результате подделок на выборах и пропаганды ты избрался и удерживаешь власть. Но это же не означает, что мы, те, кто тебя вообще не поддерживает, перестали быть гражданами. И сначала вот этих людей на улице пугали, потом разгоняли. Но прошло 10 дней, и Саргсян был вынужден уйти в отставку в результате совершенно мирных и законных действий протестующих. Наверное, он останется влиятельным политиком, но больше никогда не сможет игнорировать оппозицию и вести себя так, как будто ее нет. К чему это я все? Да к тому, что вы взгляните на первый месяц нового 5-го срока президента Путина, который имеет относительно большую поддержку. Но дальше с помощью пропаганды и фальсификации он нарисовал себя такие же 76%. За действующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан. Более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны. И решил править так, как будто нас, тех, кто не голосовал за Путина, вообще здесь нет. Они лишены гражданских прав и должны всегда молчать. Самое заметное событие вот этого первого месяца у власти – бессмысленная, тупая и наносящая вред абсолютно всем война с интернетом. Путин решил заблокировать мессенджер Telegram, потому что потребовал передать ключи шифрования ФСБ, чтобы они могли читать любую нашу переписку, а Telegram отказался. При этом ни Путин, ни Роскомнадзор не дают нам внятного ответа, а почему они именно к Телеграму прицепились. Есть ведь и другие мессенджеры с таким же шифрованием, и они тоже не передают свои ключи в ФСБ. Мало того, у них никто даже и не спрашивает эти ключи, но именно Телеграм пытаются раздавить. Мало того, они готовы нанести колоссальный ущерб интернету вообще, всему бизнесу, всем нам. Ради исполнения этой очень странной задачи Роскомнадзор заблокировал уже около 20 миллионов адресов. То есть они целые куски интернета отключают, чтобы помешать Телеграму. Мессенджер при этом продолжает работать, но зато у кучи людей отключились сайты, приложения, сервисы. Наблюдается сбой даже в работе Гугла, Ютуба, Инстаграма. Многие люди просто теряют деньги. Представьте, вы сделали какой-то сайт и зарабатываете им на жизнь, а потом его бах отключили. Почему? А это Роскомнадзор, он лупит кувалдой по интернету, чтобы выполнить приказание Путина, и вы попали под эту кувалду. И вы такие говорите очевидную вещь. Слушайте, ребята, вы меня-то отключать не имеете права. Я вообще ни к чему к этому не имею отношения. Я теряю деньги, но выплачивайте тогда мне компенсации.
Ну или вы говорите, я плачу за интернет, но не могу зайти на нужный сайт. Пусть кто-то за это отвечает. А вам эта власть говорит, а кто-то здесь вообще, чтобы возмущаться? Твоя задача помалкивать в тряпочку и платить налоги, потому что на этот самый Роскомнадзор надо 8,5 миллиардов рублей в год. Здесь всем управляет Путин, его слово закон. А если ты, дорогой друг, переживаешь насчет своего интернета, то к тебе назначат специального интернет-омбудсмена, представляющего твои права. И этот омбудсмен, потрясающий человек, он от твоего имени говорит. Ну, я бы вообще все, что Роскомнадзор делает сейчас, провел бы 3 года назад. 3 года назад все было бы проще, тогда нужно было все заблокировать. Так что ты по другую сторону экрана молчи, плати и радуйся. Как-то это все странно, согласитесь. Ведь как минимум 53 миллиона избирателей за Путина не голосовали. Ну и где-то должен звучать их голос о том, что происходящее бред. Вот 2 очевидные точки зрения. Путинская. Дуров преступник, Телеграм запретить любыми средствами, а желательно вообще его отжать, так как это уже сделали со ВКонтактом. Ну и наша точка зрения. Российский гражданин, он сделал отличный международный бизнес. Россия-то вообще не то, что может особо гордиться достижениями в экономике в последнее время. А здесь наш миллиардер, заработавший не на нефти, не на газе, не на сырье, а на интернете. Давайте его позовем сюда, поможем ему. Пусть он все сделает в России. Он же для нас деньги зарабатывает. Он заплатит здесь зарплаты, он заплатит здесь налоги. Он сделает нас богаче. Отлично. Спасибо, Паша. Работай дальше. Придумай еще что-нибудь и возьми больше людей на работу. И я уверен, что вот в этой дискуссии, выбирая между 2 подходами, большинство граждан России выберут наш. А если даже и не выберут, то нужно искать, значит, какой-то компромисс между 56 миллионами голосовавших за Путина и 53 миллионами не голосовавших. Потому что мы имеем право на свою точку зрения, на своих депутатов, выступающих от нашего имени, на свою долю эфиров на телеканалах, где сейчас просто несут какой-то бред. Так что если писать сообщения с этого смартфона, да еще и пользоваться при этом российским мессенджером, то можно не бояться, что доступ к переписке будет иметь кто-нибудь, кроме наших отечественных спецслужб. Но они нас не слышат, они на нас плюют, они действуют так, как будто вся страна принадлежит только им, а мы здесь прав вообще никаких не имеем. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не напомним о себе, выходя на улицы. Только так и никак иначе сейчас можно заставить эту власть хоть немного задуматься о том, что вообще в России есть и другие граждане. Для них важна свободная информация. Для них важно развитие интернета. Они считают, что на высоких технологиях мы заработаем больше, чем на нефти и газе. Пока мы остаемся дома, мы делаем подарок Путину. Мы поощряем Роскомнадзор, цензуру, олигархов, коррупционеров всех. Ведь они каждый раз после того, как сделают какую-то гадость или украдут очередной миллиард, потом так смотрят на нас. Ну как, стерпят? Пойдут наконец на улицу выражать свое недовольство? Или снова будут молчать и находить себе 22 причины снова остаться дома? 5 мая мы проводим по всей стране акции протестов тех, кто не готов молча терпеть путинское мракобесие, коррупцию, уничтожение интернета и свободы слова и вообще просто ежедневный идиотизм чиновников. Это все делает нашу жизнь хуже, а нас беднее. Если вы остаетесь дома, то значит вы голосуете за то, чтобы Россия становилась более отсталой страной без перспектив. Если вы выходите, вы настоящий гражданин, патриот, и ваши дети будут гордиться вами. В описании к этому ролику есть ссылка на группы акций во всех городах. Найдите, присоединяйтесь, приведите друзей. 5 мая выходят те, кто отказывается считать себя безмолвным и бесправным существом.